Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Евгения Ващенко, и наш канал Семейный Handmade. Сегодня я покажу вам, как можно быстро и просто сделать силиконовые молды своими руками. Идея эта не новая и придуманная не мной, но настолько нужная и полезная, что я просто не смогла обойти ее стороной. Для работы нам понадобится любой силиконовый герметик, строительный, универсальный, сантехнический, белый, прозрачный, подойдет абсолютно любой. Я стараюсь выбирать самый дешевый, кукурузный или картофельный крахмал и по желанию красителя. Я использую акриловые краски. Также нужно приготовить сухие бумажные салфетки, чтобы вытирать руки, и клеенку или файл, чтобы не пачкать стол. Заранее необходимо приготовить и фигурки, из которых будут делаться молды. Все фигурки нужно хорошо промазать растительным или детским маслом. Итак, насыпаем крахмал и выдавливаем на него силиконовый герметик. Сверху присыпаем крахмалом. Крахмала должно быть примерно в 2,5-3 раза больше силикона. Аккуратно вымешиваем массу до тех пор, пока силикон не перестанет липнуть к рукам. При необходимости добавляем еще крахмала, но не переборщите, иначе формы будут очень тугими. Руки очищаем только сухими салфетками. Если намочите, то отмывать будет очень и очень сложно. Чтобы молды перестали быть скучно белыми, добавляем цвета. После добавления краски масса снова начинает липнуть к рукам, поэтому обваливаем ее в крахмале и снова как следует вымешиваем. Теперь, если нужно, делим массу на несколько частей и из каждой формируем блинчик. Толщина должна быть такой, чтобы заготовленные фигурки спокойно помещались внутрь и еще оставался запас в 2-3 мм. Берем нужную фигурку и вдавливаем ее в силиконовую массу. Вдавливаем ее так, чтобы она полностью ушла в силикон, но не касалась бы стола. Придавливаем массу по краям фигурки. Точно так же добавляем остальные фигурки в силиконовый блинчик. Следите, чтобы фигурки не соприкасались друг с другом. После того, как все нужные фигурки будут вдавлены в силикон, оставляем молд сохнуть. В первый раз я оставляла на ночь, во второй и последующие разы примерно на час. За это время силикон становится упругим и уже хорошо держит форму. Фигурки легко вынимаются, а оттиски получаются очень четкие и рельефные. Хорошо пропечатываются как большие детали, так и мелкие. Обратите внимание, если в силиконовую массу не добавлять краситель, то после высыхания молды получаются белого цвета. И если без красителей из прозрачного герметика получается молочный цвет, а из белого насыщенный белый, то при добавлении красителей более насыщенный цвет имеет именно прозрачный герметик. Также, по моим ощущениям, из прозрачного герметика молды получаются чуть мягче.
следующем видео я покажу рецепт массы, который идеально подходит для таких молдов. А пока в конце видео я дам ссылку на рецепт массы папье-маше, которая также неплохо подходит для этих целей. В завершение могу сказать, что самодельные молды получаются ничем не хуже покупных, а себестоимость их намного ниже. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео, и подписывайтесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Спасибо, что заглядываете в гости, хорошего вам всем настроения и до новых встреч!